Привычки. Как избавиться от вредных и завести полезные. Первый момент, когда привычка становится вредной. Вот что мы можем назвать вредной привычкой. Вредной любая привычка становится ровно в тот момент, когда вы начинаете ее осознавать вредной. Почему? Потому что в этот момент она начинает отображать ваш внутренний конфликт. Например, курение. Да? Пока вы курите и условно не паритесь, это не может быть вредно. Но смотрите, мы все с вами, да, кто моего возраста, мы помним времена, когда курили все. Сказывалось ли это на здоровье людей? Как-то люди хуже себя чувствовали, меньше жили, чем сейчас? Нет. Да? В какой-то момент началась активная внешняя реклама против курения, и действительно рост заболеваний начал повышаться. Да, у всех есть знакомые, которые там, с 16 лет курили, до 80 прекрасно жили, и все отлично. Сейчас это невозможно, потому что внешне, да, очень сильная такая, идет пропаганда того, что это вредно, и, конечно же, мы начинаем в это верить, и вот в этот момент, когда человек начинает этим париться, да, что, это же вредно, а я не могу это бросить, вот в этот момент привычка становится разрушительной. Почему? Еще раз, потому что она начинает быть контейнером, то есть вместилищем для внутреннего конфликта, который создает невыносимое напряжение внутри. Да? И этот конфликт, он переносится, например, на те же сигареты. Да? И человек говорит, я разрушаю себя, да, вот эти картинки там из пачек сигарет мелькают, вот все это страшное, какие-то черные легкие и прочее, да, вот одно состояние, а второе состояние, я хочу, этого не могу. Да? И вот оно, да, такое безумие слеплено, вот такое притяжение, и ужас, это меня разрушает. Вот. И вот это психически действительно начинает разрушать. И в этот момент привычка становится вредной. И как-то перемотать это уже обратно, сказать себе, ой, нет, это же мне там рассказали, практически невозможно, потому что, внешнее, конечно же, оно очень сильно влияет на нас, да, и действительно, если у вас внутри вот такое состояние, что вы хотите бросить, вам кажется, что это вас разрушает, вы себя хуже чувствуете и так далее, но не можете, тогда надо отказываться от этой привычки, потому что, еще раз, да, как-то поменять у себя внутри, отмотать пленку, когда вы не задумывались о том, что, например, курить это вредно, это, очень-очень сложно, скажем так, легче действительно эту привычку остановить. Каким образом от этой привычки можно избавиться? Я сейчас дам очень хорошую технику, которая работает прекрасно. Вопрос вашей способности наличия внутри энергии то есть пользоваться этим инструментом на протяжении определенного времени. Для каждого это будет свое время какое-то. У кого-то, то, что я вижу по клиентам, у кого-то это месяц, кому-то это надо полгода, да, год. По-разному, да, и опять же, если есть возможность, конечно же, лучше дополнительно с психологом с этим поработать, в принципе, эту технику, да, вы вполне себе самостоятельно можете применять. Смотрите, немножко теории. В тот момент, когда мы начинаем какую-то привычку считать вредной, то есть я и хочу от этого избавиться, и хочу этого невыносимо, да, то есть вот такой двойное переживание, которое создает внутри напряжение. В этот момент, например, та же сигарета, неважно что, становится еще раз контейнером для того, чтобы вы туда сложили свои непереносимые чувства, это непереносимое напряжение. Представьте, например, что вы такой, вы как кастрюля, да, в которой внутри что-то варится, какие-то переживания, что-то там булькает себе это. И в какой-то момент это начинает просто закипать внутри, да, начинает изнутри уже давить на стенки. И давление в какой-то момент становится критическим. И внутри есть выбор, либо все это взорвется к чертям, да, либо надо добавить дополнительную кастрюльку маленькую и чуть-чуть содержимого переложить в эту кастрюльку. И тогда сохранится большая кастрюля, то есть ваша психика. И бессознательное использует, да, ищет такие маленькие кастрюльки, маленькие контейнеры вовне, куда можно часть себя перелить, да, и тем самым сохранить основную
да, кастрюлю. При этом, конечно же, часть вашего содержимого, то есть вашей энергии уходит. Да, и вот почему говорят, курение вредно, то-то, то-то, потому что вы туда часть энергии свою отдаете, ну, если с психической, да, стороны посмотреть. Но при этом, да, сохраняется основная емкость, основной ваш контейнер, то есть ваша психика остается целой. Да, кусочек заплатили, ну, такая вот история. Соответственно, дальше, какая техника? Техника состоит в том, что в момент, когда у вас возникает желание, например, покурить, ну, неважно, да, вместо сигареты можно поставить, что хотите. В этот момент, когда, знаете, вот внутри как будто бы идет это вот кипение, да, вот уже процесс идет, вы чувствуете напряжение, в этот момент хочется покурить. Что вы делаете? Вместо того, чтобы пойти взять сигарету и покурить, или сказать себе, нет, 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 я не буду курить, вы говорите себе так: я подожду 10 минут. И вот эти 10 минут вы стараетесь провести максимально осознанно. Вы наблюдаете, что происходит с вашим телом. То есть вы как будто бы вниманием спускаетесь в свое тело. Вы стараетесь более глубоко дышать и расслаблять тело, и при этом наблюдая, что у вас в мыслях происходит, какие чувства, какие воспоминания поднимаются, какие картинки приходят. Да? То есть вот такая, 10 минут такой медитации, можно сказать. И потом берете сигарету и с наслаждением курите. Ну или там берете тортик, с наслаждением едите. Берете кофе, с наслаждением пьете. То есть вы не запрещаете себе, вы говорите, я подожду 10 минут. Можно начинать с 5 минут, потом увеличивать. И постепенно вы говорите 10 минут, 15 минут, 20 минут. Да? Вы увеличиваете время выдерживания. И это дает вам навык справляться с этими вот чувствами сильными без внешнего контейнера. Вы знаете, когда, например, вот если стекло поставить сразу в сильный огонь и надолго, оно лопнет. А вот если постепенно его обжигать, оно начнет становиться, как закаляться, да, оно начнет становиться более таким выносливым, да, и больше сможет выдерживать. И вот эта техника примерно таким образом работает на ваш внутренний контейнер. Она его постепенно усиливает. Я сейчас говорю о ситуациях, не крайнего алкоголизма, конечно же, там, когда вот, люди там, химически сильно зависимы. Нет, это вот такие, условно, бытовые зависимости. Например, вы курите, не знаю, курите нормальное какое-то количество сигарет, но хотите бросить. Или там, сладкое немного едите, еще что-то. То есть вот такие зависимости без, провалов сильных пограничных и бытовые такие вещи. Вот на бытовых ситуациях очень-очень хорошо работает эта техника. И в идеале, еще раз, вы ее совмещаете с работой с профессиональным психологом. И время сессий вы используете для анализа тех состояний, которые вы прожили вот в этих промежутках 10-минутных. Вот, тогда это будет работа не только про избавление от вредной привычки, это будет работа про понимание себя, про расширение себя и такое вот очень много у вас будет осознаний, которые помогут вам качественно внутренне вырасти, и внешне как следствие тоже. И последний момент по поводу того, чтобы заменять вредные привычки на полезные. Вот есть такое мнение, много психологов, книг разных про то, что тренингов, про то, что надо менять. Вот нельзя избавиться, надо заменять. И здесь я против этой идеи. Сама идея про то, что нам легче заменить, чем полностью убрать что-то, она верная. И во многих ситуациях я тоже ее придерживаюсь и на ее основе создаю какие-то техники, да, работающие. Но здесь другой момент. Если вы замените, например, сигарету конфетой или сигарету, не знаю, чем-то полезным, да, каким-то сухофруктиком, орешком, вы не расширитесь. Максимум, да, вы такую более вредную у себя в голове привычку замените на более полезную. Но сам паттерн внутри останется. Поэтому здесь выход полностью убирать. Это вот как у меня собачка есть, и он иногда писал дома. Да? И мы пригласили кинолога, и я говорю, слушайте, может хотя бы его приучить, что вот здесь салфетка, и вот туда он ходит, да, если что. Он говорит, нет. Ему надо вообще дать понимание, что дома этого делать нельзя. Если вы постелите ему салфеточку, он будет понимать, что можно. И это неправильная история. То есть он должен в голове понимать, что
нельзя, вот дома это не происходит. И вот с вредными привычками та же история. То есть если вы хотите кардинально решить этот вопрос, то это про то, что дать себе установку, что все, этого вообще нет. То есть вы, когда поднимается вот это сложное переживание, вы не чем-то другим его контейнируете, а вообще вы просто его проживаете. Вот этот переход на новый уровень, и вы увидите, как больше у вас станет энергии.